Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the... Всем привет! Сегодня будем готовить кофейный торт, или торт тирамису, или торт а-ля тирамису, как вам нравится. В общем, давайте готовить вместе. Для бисквита нам понадобится 5 яиц, 130 граммов муки, 150 граммов сахара, 30 граммов кукурузного крахмала и щепотка соли. Яйца я разбиваю в сухую чистую дежу миксера. Отделять белки от желтков не буду, сразу все вместе буду взбивать. Добавляю сюда щепотку соли и отправляю в миксер. Когда яйца собьются в легкую пену, я буду добавлять понемногу сахар. После того, как добавлю весь сахар, буду взбивать примерно 10 минут. Если у вас миксер ручной, то взбивайте не менее 15 минут. Теперь я беру сразу сито, на него отправляю муку. Сюда же добавляю крахмал. И все это сейчас прямо здесь перемешаю. И порционно буду вот так понемногу вмешивать все это и перемешивать, как всегда на бисквит. Примерно 3 части, в 3 этапа я его вмешаю. Вот так быстро и вот так. Главное, чтобы не было ни промеса. И стараемся сохранить пышность теста. Естественно, в миксер уже не отправляю. Перемешиваю лопаточкой. Можно аккуратненько венчиком. Кому чем удобно. Все, бисквит наш готов. Вот такой он пышненький. И теперь отправляю его в форму, выстеленную пергаментной бумагой. У меня диаметр формы 24 сантиметра. Пергамент силиконизированный. Отправляю все сюда. Духовка уже нагрета на 180 градусов. Я ее сразу включила, как только начала собирать продукты для бисквита. Теперь все аккуратненько разравниваю. Не хочу утрамбовывать тесто, а аккуратно. Вот так от центра сделаю чуть-чуть шпажкой. Отправляю в духовку. Проверяю бисквит наш на готовность. Шпажка полностью сухая. Все, достаю. Сейчас бисквит немного остынет. Я его освобожу от формы. Дам полностью остыть. И еще раз вот так прохожусь. Какой у нас хороший бисквит получился. Посмотрите. Отлично. Смотрите, какой он мягкий. Все, я его вот так переверну. И до полного остывания. Когда полностью остынет, я заверну его пленкой и отправлю в холодильник. Желательно хотя бы на 5 часов.
Для крема я беру сливки, 33% у меня жирности сливки. И буду их взбивать. Сливки, конечно же, холодные. Весь рецепт, как всегда, со всеми пропорциями напишу в описании под видео. Венчики я тоже охладила заранее. Тоже лежали в холодильнике. Чем холоднее, тем лучше все. Миску тоже можно было охладить, но я так. Все, взбиваю сливки. И когда сливки начали густеть, у меня, в общем, здесь 250 мл сливок, полкилограмма сыра маскарпоне, 100 грамм сахарной пудры и ванилин немного. Вот что нам понадобится для крема. В общем, когда сливки начали густеть, я сюда отправляю сыр. Если в сыре вдруг отделилась сыворотка, лучше ее слейте, в крем не добавляйте, чтобы в нем не было лишней влаги. Вот видите, в одной пачке у меня есть немного сыворотки, я ее убираю. Пару капель тоже все равно не нужны. Сразу отправлю сюда щепотку ванилина и сахарную пудру. И потихонечку вмешиваю. Сразу не надо, а то сейчас будет облако из сахарной пудры. Чуть-чуть пудру осадить, вмешать, а потом можно смешивать все вместе. Все, наш шикарный воздушный сливочный крем готов. Бисквит у нас отстоялся в холодильнике. Теперь с ним будет легче работать. Я его освобождаю от пленочек. Аккуратненько. Сюда на подложку сразу буду класть потом. Так, мне надо бисквит порезать, разрезать на две части. Я ничего обрезать, срезать не буду, он ровненький, поэтому так его и оставляю. На две части примерно равные делаю. Посмотрите, какой он хороший. На дно подложки, на низ. Все, вот эти краюшки все соберу вот так. Крем прям такой воздушный-воздушный. Ложку буквально столовую крема сделаю вниз. Сюда один корж. Вот так. Я развела кофе. Можно кофе сварить, можно развести растворимый. Это уже на ваш вкус. У меня кофе, он уже остыл. 2 чайные ложки, 200-250 мл воды. И сюда я отправляю 2 столовые ложки коньяка. Можно коньяк, можно ром, можно ликер. Можно вообще не добавлять, если не хотите алкоголь, чтобы был в торте. И пропитываю хорошо наш корж первый. Кофе. Сахар в кофе не добавляю. Просто вот так. Кофе с ликером, кофе с ромом, с коньяком. Очень хорошо сочетается с этим бисквитом. И с этим тортом особенно.
Прямо обильно от души пропитываю корж весь. Если вы любите послаще, можете добавить сахар в кофе. Я не люблю приторные торты, пирожные. Такие они лайтовые получаются. Нам нравится так. После того, как пропитала корж, крем смазываю кремом. Так как коржа у нас 2, получается примерно пополам, да, крем. И если надо, на украшение тоже немного оставляете. На украшение оставляйте, если будете украшать. Обычно тирамису не украшают, какао сверху посыпают и все. Это уже по желанию. Крем как мороженое. Мне неудобно этим размазывать. Сейчас возьму лопаточку другую. И еще хочу теперь натереть сюда шоколад. У меня темный шоколад. Я прям сюда его буду вот так тереть. Можете молочный, будет опять-таки слаще. Это уже на ваш вкус, какой вам нравится. Вовремя вспомнила, что у меня есть специальный крутящийся поднос, чтобы было удобно работать с тортами. Покрыла шоколадом. И теперь, кстати, шоколад удобнее сразу в тарелочку натереть, а потом рассыпать, чтобы у вас все не было в шоколаде, а то теркой оно распространяется хорошо. И теперь вторым коржом накрываю. И теперь его пропитываю тоже. Я не срезаю. Корж очень-очень нежный, воздушный. Он все равно пропитается и будет нежным и мягким и сочным. Поэтому нет необходимости срезать. Но если вам не нравится вот это, срежьте верхушку. Я не буду. Потому что бисквит прям в руках тает уже сам, без ничего. Нет смысла его обрезать. Он моментально только наливаю, он впитывается, он не скатывается, ничего, потому что он очень пористый бисквит получается. Так как крошками украшать я не хочу, поэтому не хочу от него ничего отрезать. И края тоже вот так аккуратненько прохожусь. Все, весь кофе ушел. Осталось тут на один глоточек. В общем, смело разводите 250 мл. И этот слой я сначала покрою шоколадом, шоколадной стружкой, а потом буду уже сверху крем делать. И теперь покрываю сверху кремом оставшимся. В принципе, наш торт тирамису уже готов. Его осталось посыпать какао и все. Но я хочу закрыть бока и украсить их шоколадной крошкой. Украшайте уже на свой вкус. Все, в принципе, торт готов. Посыпали какао без сахара и тирамису или кофейный торт. Это, естественно, не тирамису. Все мы знаем, да, что такое тирамису. Это торт а-ля тирамису, я его называю. Вот. В общем, украшаем по вкусу. Оставила специально на бока еще немного крема и буду их замазывать. Все, вот так бока я замазала. Сейчас натру шоколад и им края украшу. Шоколад весь сразу натерла в тарелку. И вот так бока посыпаю им. Ну, как я уже сказала, это по желанию украшение на ваш вкус. Как хотите, так украшайте свой торт. Это ваш торт и ваше желание. Я никогда не могу заранее продумать, как я украшу торт. Вот у меня не получается. Вот когда я его уже готовлю, начинаю
делать, украшать. И вот по ходу приходят мне мысли. Никогда я не могу сказать, как я украшу торт. Так, пробелы, где большие остались, смотрим. Добавляем шоколад. И все у вас будет в шоколаде. Сейчас я руки помою. Посыплю какао через сито. Ну, обычно его заранее не сыпят. Какао впитывается в крем. Так, аккуратненько посыпаю. Естественно, что какао в холодильнике, пока торт полежит, пока пропитается. И какао тоже впитается в крем. Поэтому при подаче можно освежить его. Еще немного посыпать. Какой-то декор все равно нужен. Вот видите, пока я покрыла все какао, оно впитывается и как шоколад становится наверху. Если хочется, чтобы было какао, то есть перед подачей еще раз присыпать слоем какао. Но у меня торт сегодня подарок, поэтому я буду украшать сразу и не буду уже потом присыпать. Аккуратненько достаю теперь все краюшки наши с шоколадом. Опять дополнительно прижимаю пергамент, чтобы еще прилип к низу шоколад, а потом вытягиваю. Осталось украсить по вкусу. Сейчас я вот эту салфеточку выберу. На боках это шоколад. Нигде никакой крем не размазан. Очень удобно, когда подкладываешь пергамент. Мой вам лайфхак. Ну, я не знаю, может, еще кто-то так делает, но я всегда так делаю. Там, смотрите. Я немного клубничкой украшу. Мне нужны клубнички помельче, чтобы они на торте слишком сильно не торчали, не выступали. Вот такой красивый торт у нас сегодня. А какой он ароматный, какой он вкусный. Я знаю, что он вкусный. Не верите? Попробуйте. Посмотрите на эту красоту со всех сторон. Как я уже сказала, это торт-подарок. Сегодня я его разрезать не буду, но обязательно постараюсь вам показать его разрез. И хочу сказать всем большое спасибо за подписку. Тем, кто подписался, кто не подписался, подписывайтесь, ставьте лайки, пальчик вверх, пишите комментарии. А я желаю вам всего самого наилучшего. Будьте добрее, будьте счастливы. Пока-пока. И как я обещала, разрез показываю. Посмотрите, какой он сочный, пропитанный. И какой он вкусный, какой от него запах идет. Попробуйте, вам понравится.